Здрасте, до метро? Да. Садитесь. У вас все в порядке? Да, все хорошо. Вы на всякий случай пристегните, пожалуйста. Да, конечно. Просто, может, у вас что-то случилось? Чего у вас не хватит? Да я убедилась в том, что все мужики одинаковые. Внешне, в смысле? Нет. Чуть видят одну юбку и сразу же бегут к ней. У меня парень ушел к моей подруге, у которой родители богатенькие. Ну, смотрите, что я могу здесь сказать, если позволите. То, что все-таки не все такие мужики, я могу вам сказать, это точно, как минимум за себя. А во-вторых, не надо по этому поводу переживать. Поверьте мне, вы еще молоды, очень красивые, и все у вас получится. Поэтому не переживайте, появится другой парень, который уйдет от девочки с богатыми родителями к вам. Вот я вас уверяю. Поэтому не нужно никогда отчаиваться и расстраиваться. Это еще не конец света. Это точно. И появится еще у вас нормальный, достойный. Главное, вот на этом этапе, вот который сейчас у вас есть, не убедить себя в том реально, что все мужики козлы. Иначе вы останетесь мемом а-ля сильная, независимая 40-летняя женщина с 2 котами. У меня выбор между животным и мужчиной, я выберу животное. Вы уже будете, вот, видите, что вы уже будете, вот видите, я могу развеселить и в любую женщину в любом состоянии. Это моя суперспособность. Вот чтобы не стать этим мемом, да, 40-летняя женщина с 2 котами, сильная, независимая, вы не должны себя убеждать в том, что все мужики козлы, иначе это будет психологическая травма у вас на всю жизнь. Расслабьтесь. Я вам серьезно говорю, вот даже на собственном примере могу сказать, что я вот, не ушел бы от своей жены к другой какой-то девушке с богатыми родителями. Вот это 100%. И за юбками я не бегаю. Конечно. Все мужики одинаковые. Чуть что девочка побежит, попу повиляет, за ней сразу же бегут. Нет, есть такие. И я их очень много. Почти все их такие. Очень много, это правда. И я могу больше сказать, что я тоже могу, например, под какими-то определенными обстоятельствами оценить, я могу сказать, женскую попу, которая передо мной пробежала. Оценить. Я все время как говорю, если я на диете, это не значит, что я не могу посмотреть меню, правильно? Я могу посмотреть меню, да, то есть вот, если я в отношениях, но я все равно могу посмотреть и оценить женскую красоту. Только оценить, и все. И говоря о том, что все мужики такие, проявлять мужчины могут себя, смотря на каких-то женщин, там, да, вот, посторонних. Это такое возможно. Но это не значит, что они вот сейчас все бросят и побегут там. Вот, не надо, вот тут не надо, пожалуйста. Не все мужчины такие, за мужчин. Все. Но я вам серьезно говорю, что не все. Вот вы сейчас на эмоциях, это все понятно, у вас там своя какая-то переживательная история, и вы сейчас пытаетесь к ней подтянуть всю жизнь. Поверьте мне, такого не произойдет в следующий раз. Скорее всего, возможно, я надеюсь на это, что вам попадется более честный, более взрослый, не знаю, там, более опытный, более менее склонный уходить к другим женщинам, точка. Поэтому все будет хорошо, поверьте мне. А вы спортом занимаетесь? Скажем так, я в прошлом, да, занимался активно, а сейчас так, физкультуру с гимнастикой делаю. Можно сказать, что занимаюсь, да. А правда то, что у спортсменов проблемы с потенцией? Это вы про качков, я так понимаю, да, сейчас? Про качков. Просто моя подруга рассказывала то, что, у нее был парень, и там немножко проблемы были. Да. Хорошая подруга, раз рассказывает про своим подругам про проблемы своего парня. Смотрите, я вам так могу сказать, я не знаю, что у вас за подруга. Возможно, у меня бы с ней тоже могло ничего не получиться, да? Понимаете, да, о чем я? Она может быть, не знаю, там, непривлекательна. Это первый момент. Второй момент. Я не знаю ее парня, который тоже может быть, я не знаю, там,
служил на атомной подводной лодке 10 лет, да, и как бы у него проблемы с потенцией не от того, что он качается. Но, и изо всех качков я сказать не могу. Но, большей частью это все выдуманные истории. Ну, то есть это нужно, я не знаю, сколько сидеть на этом самом, на стероидах, чтобы у тебя там были какие-то проблемы с потенцией. У меня, по крайней мере, вот, опять же, за себя буду говорить, у меня их нет. Так что могу ответить так. Неправда. Скорее всего. А чем докажете? Чем докажу? Да. Чем докажу, что работает все у меня? Да. Да ничем не докажу. Мое слово. Только слово. Ну давайте докажите прямо сейчас. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас, прямо здесь, сейчас со мной. Вы угораете, что ли? Эй, успокойтесь. Вы что, с ума сходите, что ли? Я не Вот это сам... про это я и говорила. Про То, что? У спортсменов проблемы. Да нет у меня проблем. У меня проблемы сейчас с вами только, и все. То, что вы пытаетесь залезть мне в штаны, и чтобы что-то проверить. У вас там я не проблемы, собираюсь ничего потому что доказывать. вы не хотите доказать. Даже не пытаетесь. Теперь все понятно. Вы что, реально? Вы сейчас пытаетесь меня что, провоцировать, что ли? Ну хотите, смотрите, какие проблемы. Что мне, блядь, больше всех надо? Вот Что? про это и говорю. Про что? Вы сказали, что все мужики не такие, а в итоге что? Что в Вы итоге? оказались совсем таким же. Каким таким же? Вот таким. Ну каким? Чуть что, сразу же снимаете штаны и показываете свои достоинства. Отлично. Прекрасно. Вы коварная. Вы очень коварная. Но только у меня есть что вам сказать-то на это. Я тут за всю мужскую качалку отдуваюсь, понимаете? Вот так вот. Но все равно все мужики одинаковые. Угу, одинаковые. Здесь стоило сказать, сразу же снимать штаны. Все понятно. Пожалуйста. Ладно, прощай, не такой. До свидания. Не, ну вы видели? Вы видели? Я вам могу так сказать, что вы сейчас можете меня начать херососить. Ты женат, какого хрена? Я знал, что она нифига не будет делать. Вот я знал, что она ничего не будет делать. Я просто ее сам пробивал на вшивость. А оказалось, она меня пробила. Но, короче, все поняли, да? Я, по-моему, вот... Бля, как-то не очень, конечно, красиво получилось, но... Жена. Я бы не зашел дальше, чем оттяжка штанов, прикрытых футболкой. А мужики. Она начала нас всех, особенно спортсмены, она начала нас всех топить, что у нас не это. Вы же понимаете, я не мог уронить честь спортивной элиты мужской половины населения. Поэтому, если будете в комментариях писать, что я раз, пожалуйста, делайте это не часто и не с большой буквы, потому что вы можете убедить в этом мою жену, а мне бы очень сильно этого не хотелось. Ну, она, конечно, провокатор еще тот. Ладно, пишите, а я поехал дальше.